Маурлат – один из важнейших элементов крепления стропильной системы, который надежно связывает крышу со стенами, а также равномерно распределяет всю ее нагрузку. Но это видео не только о фундаменте крыши, но и работе на высоте, требующей повышенного внимания к безопасности. Здесь также затрагиваются вопросы точных расчетов и физически сложного труда, без которых невозможно добиться надежного результата. И не забываем, все делаю один и в первый раз. Ребятушки, всем привет! Ну, наконец-то мы снова с вами увиделись. Прошло 3 зимних нестроительных месяца. Я наконец-то вернулся на свою стройку. Давно здесь меня не было. Но я периодически приезжал зимой, тут чистил снег. Потом я сделаю ставочки, там видео посмотрите. Вот, так просто приглядывал немножечко за территорией. Вот, но позволил себе отдохнуть, чтобы набраться сил и вновь вернуться к строительству. Но прежде чем приступить к установке Маурлата, давайте сначала вернемся обратно в 2025 год и посмотрим, на чем я закончил свой строительный сезон, для того, чтобы воссоздать полную картину происходящего. Обработал доски антисептиком, потому что на некоторых экземплярах начала проступать плесень, и я, честно говоря, испугался за материал. Денег он стоит прилично, и чтобы он дожил до весны, я прям залил его. Прям чуть ли не с ведра этим септиком. Не знаю, там поможет, не поможет. Конечно же, я не перебирал все доски, это трудозатратно. Вот сверху, сбоку, там, снизу, сверху, куда достал, вот там я это дело обработал. Вот, сейчас дополнительно купил тент. Вот такая вот огромная штука. Идет, да? Хоп. Вот инструкция, как им пользоваться. Вот, сейчас вместе накроем и будем спокойно спать. Тем же тентом в 2 слоя накрыл перекрытие 2-го этажа, чтобы максимально сберечь деревянные балки до следующего строительного сезона. В прошлом строительном сезоне накрывал доски, которые будут использоваться на крышу. Вроде все в приличном состоянии. Вот так все это выглядит. Я их успел обработать антисептиком. И вот уже 3-й месяц они здесь у меня хранятся. Надеюсь, они уже максимально высохли. Да, и так были сухие, но остатки влаги нам, конечно же, на крыше не нужны. В январе почистил выпавший снег. Высота осадков составила полметра. Тент со своей задачей справился отлично. Вот такой вот результат у меня получился. Брусья абсолютно сухие. Конечно, может быть, не очень презентабельного вида. Но ничего, потом мы им придадим
некую красоту. Обработаем еще раз антисептиком. Но это после того, когда уже крышу сделаем. С чего начнем в этом сезоне? А в этом сезоне начнем с того, на чем мы закончили в прошлом году. А в прошлом году мы закончили на возведении фронтонов. Соответственно, можно приступить к крыше. У меня по проекту двухскатная мансардная нераспорная крыша, поэтому будут присутствовать несущие вертикальные балки. Для начала я вам покажу, как я собрал строительные леса для работы с коньком, поскольку высота от перекрытия второго этажа до верхней точки, то есть до конька, где-то 5,5 метра. И, естественно, чтобы было безопасно и удобно работать, нужны леса. Вот, поэтому давайте посмотрим, как у меня это получилось. Строительные леса собирал из подручных материалов. Думаю, у каждого из вас найдется припасенный запас деревяшек, оставленных, потом пригодится. Работать в одиночку не всегда удобно. Длинные и тяжелые материалы сложно удерживать. Они все время норовят выскользнуть из рук и требуют особого контроля при монтаже. Надеюсь, мама и жена не смотрят мои видео. При монтаже этого ролика даже самому стало как-то страшновато. Хотя, если честно признаться, то страх высоты со временем как-то затуманивается или притупляется. Ты реально привыкаешь и перестаешь бояться. Главное, постоянно следить, куда ты наступаешь, и взвешивать все свои действия. Собрал одну вертикальную опорную стойку. Теперь необходимо уложить на нее горизонтальную 2,5-метровую доску. Причем не забываем, что я работаю на высоте 7-8 метров. Придумал безопасный способ это сделать. Сначала закинул легкий профиль на другой конец, а уже по нему протащил тяжелую доску. Собираю вторую опорную колонну. Вертикальные брусья специально сделал с выпуском, чтобы в дальнейшем можно было за них хоть чуток подержаться, работая на высоте. Спилить лишнее я всегда успею.
Крепил все на 50 и 100 шурупы. Ну, что я вам скажу, я тут уже посмотрел со всех сторон. Брусья неплохо так перезимовали. Все-таки вот этот тент, который спасал их от непогоды, отработал на все 100%. Ну, да, может быть, где-то виднеется какая-то легкая, совсем такая легкая поверхностная плесень. Вот, или грибок. Но, в общем-то, выглядит все очень даже неплохо. Таких прям признаков, прям глобальных изменений с прошлого года я прям, не вижу. Очень доволен, что мой лес перезимовал. Так что можно его применять в строительстве моей крыши. Опорный вертикальный брус будет 150 на 150. Поэтому изначально будем работать вот с этим вот гигантом. Вот. Также мурлат будет 150 на 150. Поэтому я специально разложил балки изначально так, чтобы можно было их удобно брать. И потому что с ними удобно можно было работать. Вот. А конек будем изготавливать из этого бруска 50 на 200. Или 100 на 200. Вот поэтому они также оба лежат здесь сверху. Длина 6 метров. Его не хватит, поэтому будем его спаривать, совмещать друг с другом. Так что предлагаю совместно начать сборку моей будущей крыши. Давайте лезем наверх и собираем. Много размышлял по поводу, чем закидывать наверх тяжеленные бруски, да еще в одиночку. Думаю, может быть, нанять кран, но не проблема заказать и оплатить услугу, хотя тоже не из дешевых. Но я много за один день сам не сделаю. Поэтому вот такие вот буду использовать, сейчас я вам покажу, да? Буксировочные тросы. Я уже неоднократно ими работал. Поэтому, посмотрим, как у меня получится. В общем, спустя некоторое количество попыток я понял, что самостоятельно вот этими вот тросами балку я эту не подниму. Не хватает мне сил, она достаточно тяжелая. Вот, хотя бы был бы помощник, то, возможно, это можно было бы реализовать без подъемного крана. Вот, но боюсь, что спину сорву или оттуда сам солечу. Поэтому решил вернуться я к своему электрическому подъемнику. Вы в прошлых видео неоднократно видели, как я им пользуюсь. Поэтому я уже успел установить специально, не знаю, видно сейчас. Вон там, да, то есть вон там наверху я уже успел установить специальное крепление для него. Сейчас я поднимусь выше и вам все расскажу. Ну, вот такая вот у меня конструкция получилась. Назовем ее гильотиной. Кинул просто две вертикальные балки. Это получается 50 на 200 и вторая
100 на 200, то особо там не выбирал. То, что было, то и использовал. Ну и сверху сделал такую вот перемычку и закрепил их на водостойкую фанеру, чтобы придать жесткости и прочность конструкции. И будем вешать сейчас кран. Так, новости. Что я сделал? Сделал вот такой вот вылет за пределы строения, чтобы возможность была цепляться вне здания. Сори, против солнца снимаю, но другого ракурса здесь я не могу найти. Вот там сверху получается кран и вот такой вот вынес. Но пока что все идет в тестовом режиме. Еще ни разу ничего не пробовал, не поднимал. Вот, но идея, надеюсь, понятна, да? Я так тут накидал набросочки на чертеже. То есть вот такой вот здесь. Видно, да? Вот получается такая идет муфта. Сверху накидывается трос. Вот, но сейчас будем пробовать. Самому интересно, что мне получится. В общем, идея с краном с треском провалилась, поскольку нет возможности с данной моделью работать, когда трос не находится вертикально вниз. Там есть у него система защиты, которая не дает возможность таким образом работать. То есть он думан, что груз поднимается исключительно строго вертикально. И любое отклонение сразу же срабатывает датчик. Вот, и он блокирует вообще работу всего механизма. Вот, поэтому идея кинуть трос через блок и вывести за пределы дома, к сожалению, не работает. Поэтому надо думать другие варианты. Нужно придумать другой способ поднять эти тяжелые балки наверх. Ну, и такое тоже бывает. Ну, была идея, я пытался ее реализовать как есть. Так что разбираем мою конструкцию, чтобы она не мешала дальнейшей стройке. Вот этот датчик, вот он здесь находится. И как только происходит касание троса вот этот механизм, вот этот датчик сразу же срабатывает, и он вообще перестает работать. А знаете, кто пришел на помощь? Сосед. Причем мы заранее не договаривались. Он увидел мои мучения и сам предложил свою помощь. Мы буквально за час закинули наверх 4 6-метровые балки и сразу их разместили на примерно проектные места. Получилось 2 балки для мурлата, одна для конька и одна для вертикальной опоры стыка конька. Вынос мурлата за пределы дома у меня составляет 700 мм.
Отметил и выдвинул балку на нужную длину за пределы дома. Длина стены 7 метров, плюс вынос с каждой стороны по 700 мм. Естественно, одной 6-метровой балки не хватает, поэтому нужно выпиливать паз для стыковки двух брусов. Блоком утяжелил брус, чтобы он не сместился при работе с ним. Выпиливаю продолжение мурлата. А также вырезаю стыковочный замок в зеркальном отражении. Бензопила, ну или в моем случае электропила, оказалась самым удобным инструментом для этой работы. Брус всего 3,5 метра, но или работа на высоте, или неудобное положение не давали мне с легкостью его установить. Да и тяжелый какой-то оказался. Немного подрезал лишнее.
Так, ну давайте проверять стык по высоте. Ну, меня устраивает, да? Такой вот результат. Здесь, конечно, такой страх божий. Ну, туда-то подложим джутовую ленту. И видите, здесь она не совпадает, да? А с другой стороны, с внешней стороны, идет полное совпадение в плоскости. А почему так происходит? А потому что, если мы смотрим, то одна балка ровно 150 миллиметров, да? А другая балка уже 14 с половиной. Ну и, конечно же, выгоднее стыковать плоскость с внешней части, потому что стропила будет приходить к внешней стороне. Здесь будет крепление, и поэтому эта сторона более важна, да, чем внешняя. Но внешняя просто визуально некрасиво. Ничего страшного. Да, это тоже получается, да, если померить. 14, ну нет, 15. Ну, как есть. Ничего страшного, пару миллиметров. Сюда внутрь реально можно где-то подложить джутик, и будет все отлично. Так, следующая задача — это наметить отверстие в правильном месте, чтобы все получилось с первого раза. Я вам открою маленький секрет. Я уже на самом деле потренировался на дальней стороне. И какой-то результат и какой-то опыт я уже имею, да? То есть вот так вот у меня выглядит эта часть. Каждая шпилечка попала в свое заветное отверстие. Вот, да, вот. Джутик, рубероид, все как полагается. В общем, сейчас все покажу. Главный инструмент – это обычный угольник и треугольник Свенсона. Все шпильки еще при заливке армопояса выставил идеально ровно, но может быть где-то пару миллиметров имеются отклонения, поэтому проблем с разметкой не должно быть. Так, следующая задача. Эту балку надо скинуть. Но вниз точно нет, потому что тут высота 1,5 метра, и я потом обратно ее никак уже не поставлю. Прикрутил 2 опорные доски в уровень с армопояса. И перекинул балку на них. Теперь можно смело просверливать отверстие без опаски испортить сверло об бетон.
Гидроизоляция будет выполнена в виде обычного рубероида в один слой. Хотя по проекту указано 2 слоя, но у меня настолько толстый рубероид, что, думаю, одного слоя будет достаточно. Прошелся вторым слоем антисептика. Первый слой наносил еще в прошлом году для хранения досок на зиму. Конечно же скажете, что распылять антисептик точечно на одну балку – это перерасход химии. Но балка уже наверху, и она хочет иметь достойный вид. Отверстие в рубероиде просверливал тем же сверлом по дереву. Офигительно, да? Да? И теперь надо... Не, ленту так, да, согласен. И тебе надо, ну, тебе туда, да? Нанизывай, нанизывай. Нанизывай. Нет, сначала... Подожди. Ну, давай. А если мы кинем ее вниз, тогда получается мы еще сможем ее поднять. А, вот это отличная идея. Давай Да. еще. Так, да не как ко мне. Нет, Как нет? А, еще дальше? нет. А, его. давай, давай. Я же свою А тебе дырку перчатки вижу. надо? А? Перчатки надо? Ну, чтобы больше нет. Него? Попробую. Есть. Здесь сейчас надо Только смотреть. придержи, да, что она может соскочить. Держу. А там дырочку, там какую приметь? Типа есть. А, вот она стоит. Сейчас, подожди. Да не, молоточек есть. Здесь нормально. Здесь нормально. А, здесь херово. Ага. Держишь? Да? На руку не упадет. О, Ну. бонька. Да. Оп. И Думаю, все. Нашел я в продаже джут, джутовая лента.
Не просто это было, не в каждом магазине она продается, но мне повезло. Вот она, да, так она выглядит. Сейчас я покажу. Вот. Остатки с прошлой жизни. Вот тут такая, да, вот лента. Здесь получается 3 миллиметра. Вот такая вот ленточку подложим на рубероид. Армопояс никогда не бывает идеально ровным, хотя в свое время я его шлифанул насадкой по бетону. А джут заполняет все неровности, чтобы брус лег плотно и без зазоров. Он убирает продувание и мостик холда в месте примыкания. Самый приятный момент – затянуть все гайки и насладиться выполненной работой. Для закручивания использовал гайки, да, видно тут, с нейлоновой вставкой, которая предназначена для предотвращения самопроизвольного отвинчивания. Но самое интересное, что для 14 диаметра почему-то нет в продаже с нейлоновыми вставками, поэтому 14 диаметр использовал, ну, как бы обычную, да, гаечку. Вот такой результат у меня получился. Вот этот кусочек я пока что не делал. Тут надо придумать, как правильно соединить уже старую крышу. Ну, понятное дело, что весь этот настил со старой крыши, весь этот рубероид старый, он будет сниматься. Это неинтересно. Мне интересно, как соединить каркас моей новой крыши вот со старой. Тут как бы или делать вот этот мурлат до стены, это 2 метра, или все-таки делать выпуск, тоже 7, плюс 70 сантиметров, вот, но придется какую-то часть крыши здесь вот демонтировать. Тоже нужно время для обдумывания, поэтому пока что оставил на вот таком этапе. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно увидимся в следующих видео. Ну а пока, всем пока-пока.